Добро пожаловать! Рад вас приветствовать у себя на канале. Очень рад вашей активности. И сегодня будет необычное видео, потому что мы вернемся в самое начало. Если помните, в первом видео в этой серии о мистике от А до Я говорил о моменте сейчас, и что такое выход в момент сейчас, и что такое эта практика, и почему нам нужно выводить внимание, и почему мы должны на первом же шаге учения отсекать вовлечение в ментал. Так вот, за это время я записал больше 20 видео, и появилось много людей, которые хотят пробовать двигаться по пути нашего учения. И вот они спрашивают, почему я так много внимания уделяю именно этому первому шагу. Почему я не начинаю, как другие, тело нереально, мир нереален, все нереально. Объясняю. Если мы объявим этот физический мир нереальным, то дальше все, что будет происходить, будет просто происходить в воображении. Вы там напридумываете атманов, брахманов и прочих чудес. Вы там придумаете энергию. Вы поймите, неокортекс, мир вот этот воображариума, он очень силен. И он уже наделен реальностью. Поэтому другого движения нет. Либо опора на момент сейчас, на ваш непосредственный текущий прямой опыт, получаемый через органы чувств, и низвержение ментала как хозяина, либо ментал окончательно низвергнет этот мир и окончательно воцарится на троне реальности. И дальше вся ваша духовность будет проходить в мире воображения. Как ни прискорбно мне об этом говорить. Поэтому этот шаг, он наиважнейший. Это шаг, который стоит всех остальных. Потому что если вы не разберетесь с менталом, не поставите его на место, не сделаете его слугой, на первом шаге он будет вмешиваться все время. И 10-20 лет вы будете практиковать не мистику, а разгонять собственное воображение. У вас есть на него чувственный ответ. И этот чувственный ответ будет являться критерием правдивости и истинности ваших воображаемых результатов. Чтобы избежать этого, мы на первом шаге очень внимательно смотрим, осознаем и очень внимательно практикуем. Является ли это нашим прямым непосредственным опытом? Мы не спешим в духовность. Мы должны закрепиться в нашем прямом опыте. Весь духовный опыт, весь мистический опыт – это то, что вырастает из непосредственного. Это углубление непосредственного опыта. Это углубление момента сейчас. Это не уход в фантазии, это не уход в воображение, это не мистификации. Я хочу, чтобы вы это услышали. Поэтому тем, кто начинает, я снова рекомендую очень внимательно отнестись к первому шагу учения, которое гласит: отпускание диктата ментального плана. То есть ментальный план будет слугой этого непосредственного опыта. Он будет обслуживать этот психосоматический организм. А этот психосоматический организм никогда не бывает вчерашним, никогда не бывает завтрашним. Он есть постоянная манифестация
текущего, настоящего момента. Ущипните себя. Зачем люди себя щипают во сне? Чтобы через ощущение боли заикариться в настоящем, в непосредственном, чтобы отогнать вот это залипание в воображении, в фантазиях, в мыслях, в будущем и прошлом. Вот эти время, будущее, прошлое, это все так называемое ментальное время. Посмотрите видео, где я говорю о видах времени. И именно отпускание ментальных историй прошлого и будущего, пребывание в настоящем снимает психоз, раскрученный при помощи ментального плана. Без этого шага нет никакой мистики. Поэтому всем так нравятся истории, что ты не тело. Но если вы утрачиваете эту возможность этой опоры на настоящий момент, на этот мир, на это тело, поверьте, ваша вся духовность будет просто моделированием прочитанного воображения. И это печально, но это может продолжаться 20 и 30 лет. Сегодня я коснусь еще одного ракурса. У меня спрашивают, почему так сложно пребывать в моменте? Это очень хороший вопрос. Очень хороший. Сложность заключается в том, что в ментале появился живущий, который обеспечивает якобы контроль текущего момента. То есть, как бы мы ни говорили, что этот контроль невозможен, мы свято верим в этого живущего в ментале, что он является тем, кто контролирует текущий момент. Эта вера очень глубока, и на нее есть вот это чувство, ложное чувство авторства. Так вот, сегодня я немножечко смещу акцент. Смотрите, что происходит. В моменте сейчас мы переходим к рациональному уму, который описывает, сравнивает, делает выводы и помогает выживать этому психосоматическому организму. Это так называемый рабочий ум. Но у нас есть еще тот ум, который поддерживает два вида таких детских мировоззрения – магическое и мифическое. Вы думаете, они о чем? Они о личном могуществе, о вот магическое мышление. Почему внимание идет в ментал? Там живет великий маг, чародей, Гарри Поттер. Там живет тот, кто управляет этим миром. И как же его внимание оставит? Ведь все рухнет, все пропадет. Ведь если я не решу, если я не пойду, если я не выберу и так далее. Но это все магическое мировоззрение, которое основано на том, что живет в ментале кто-то могущественный. Вы понимаете, что все это авторство, все оно только ментальное. Только там есть некие альтернативные варианты. Там есть целая библиотека, но она для сравнения и анализа, а не для того, чтобы кто-то там живущий выбирал из этих вариантов некие другие альтернативные варианты происходящему. Посмотрите честно, в настоящем есть всего один вариант, и он уже реализуется. В голове могут быть 20 вариантов, но они только для того, чтобы мы сравнивали, оценивали и делали выводы, а не для того, чтобы мы их рассматривали как альтернативные возможности для некого магического автора-делателя. Вот что держит внимание. Вера в то, что ум
или мышление управляет происходящим. Это базовый момент. Мышление не управляет происходящим. Оно его описывает. Оно его объясняет. Оно рассказывает о неких закономерностях. Оно изучает. Оно делает выводы. Оно помогает жить. Но там нет живущего. Он создается как иллюзия эго-структуры. После того, как у ребенка происходит понимание, что он не все может, смещение происходит в мифическую часть. И вот в этой мифической части происходит разделение могущества. Теперь не я все могу и не все по-моему. Выступают еще две силы. Это некая природа или существование, или Бог, некая таинственная высшая сила, которая рулит происходящим. Я рулю, она рулит, и кто еще? Они. Они тоже рулят. То есть вот это мое могущество, которое в магическом мышлении является только моим, как захочу, так и сделаю. Главная сила намерения. То в мифическом есть понимание, что это могущество разделено между тремя силами. Они, люди, такие же, как я. Они могут мне помешать. У них тоже есть могущество. И есть некая высшая сила, некий Бог или некая природа, или некий космос, или некий разум высший, неважно. Он тоже может вмешаться. Это мир мифа. Разделение полномочий на 3. А дальше у вас начинаются бесконечные внутренние диалоги с целью доказать, что вы достойны, чтобы все было по-вашему. Во внутренних диалогах вы доказываете что вы имеете право на выбор, на волю и на свое волеизъявление. Точно так же вы во внутренних диалогах пытаетесь понравиться Богу, пытаетесь понравиться и договориться с существованием. Неважно, если вы не религиозный. Там будет просто некая высшая сила, с которой вы тоже ведете внутренние переговоры. И вот вы начинаете работать с этими еще 2 силами. Теперь они могут, возможно, больше, чем вы. И вам надо с ними договориться. И вам надо им показать, какой вы хороший, какой вы правильный, и что вы достойны того, чтобы все было по-вашему. Чтобы на вашей улице тоже переворачивались грузовики с пряниками. И вот это тоже то, что удерживает внимание в голове. Это эти бесконечные переговоры. Это желание понравиться. Отсюда мы имеем ложные личности, которые возникают для того, чтобы понравиться они, получить от них внимание, любовь и позволение делать так, как тебе хочется. Точно так же ты ведешь дела с Богом. Ты тоже должен ему доказать свою лояльность, свою готовность. Ты с ним торгуешься за то, чтобы он часть своей воли отдал тебе, чтобы ты смог что-то реализовать, то, что хочешь ты. Ты боишься наказания, ты боишься какой-то агрессии от они, и поэтому ты ведешь эти бесконечные разговоры в своей голове. Вот почему там находится внимание. Потому что мы продолжаем функционировать в рамках
магического и мифического мировоззрения. Так вот, отпускание этих двух видов мировоззрения, как отпускание этого времени ментального, является как раз практикой вывода внимания в момент сейчас и переход в рациональное мировоззрение от магического и мифического в рациональное, где совсем другая парадигма, где мы рассматриваем все взаимовлияния как бесконечное количество причин и следствий. Здесь уже наука соприкоснулась с мистикой. Раньше наука рассматривала только причинно-следственные связи, но не их бесконечность. Бесконечность взаимосвязи – это было первое мистическое воззрение. Теперь мы его отдали уже науке. Наука говорит о бесконечном взаимодействии всего со всем. О том, что все влияет на все, что нет ни одного явления в этой единой целостной системе, которая бы не влияла на другие. Это и порождает следующее. Это и порождает то, что будет следующим. Не чья-то воля, никакой ваш выбор, а это происходит как следующее явление в рамках вот этого взаимопроникающего движения энергии. Это очень красиво, и это рационально, и это разумно, и это снимает вот эту потребность варить эту кашу в ментале. Ментал становится прекрасным инструментом, обслуживающим инструментом. Поэтому смотрите, как увязана личностная тема. Вы не согласны быть той личностью, которая выросла в этом социуме и имеет все необходимое для жизни в нем. Все навыки, все характеристики, все обусловленности. Поэтому вы создаете в ментале некую модель идеальной личности, которая понравится это же еще один центр силы, и Богу. И тогда вы получите право на прекрасное существование. Но когда ментал создает идеальную личность, появляется и ее вторая сторона. Ментал вообще не может создать, ничего не создавая противоположность. И эту противоположность, эту ужасную личность, просто катастрофическую, вы временно отправляете к они. И вы говорите, блин, какие они вообще люди ужасные. Я-то хороший, а они вообще опасны. Они террористы, они преступники, они насильники, они маньяки. И чем больше вы будете накручивать этот идеал, тем сильнее будет прописываться в вас противоположность. Чем это заканчивается? Однажды вы начинаете подозревать, что это не они плохие, а в вас присутствуют все эти ужасающие качества. И вот начинается заплыв. Работа с тенью, работа с подвалом, проживание своих негативных моментов. Это все вранье. Это не имеет никакого отношения к вашей естественной личности. Это модели, созданные в ментале. Поэтому, когда вы практикуете выход в момент сейчас, вы оздоравливаетесь, в том числе психологически. Вы отпускаете эту ложь, которую вы напридумывали в рамках магическо-мифического мировоззрения. И все это завязано на желании управлять. У вас нет этой возможности. И это очень освобождает. Поэтому в нашем учении
выход в момент сейчас. Устойчивое пребывание в рациональном мировоззрении является основой дальнейшей практики. И я очень жестко отслеживаю эти заплывы в ментал, в фантазии, в воображение, в моделирование неких вещей и просто говорю, что вам нужно практиковать возврат внимания. Вы опять погружаетесь в мифическо-магическую парадигму, где вы пытаетесь продолжить эту игру в себя могущественного. Поэтому мы столько времени и уделяем этому моменту. Я думаю, вам понравилось это видео. Еще немного больше ясности, бескомпромиссности позволит вам протрезветь и уйти из этого детского ума. Это детский ум. И вся эзотерика – это детский сад. Все эти мифы, все эти маги, все эти ситхи, если они не имеют опоры на непосредственный опыт, если вы это не видите своими глазами, это просто разгул воображения. Спасибо вам за внимание. Сейчас, по традиции, минутка пребывания в моменте сейчас. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, вы протрезвеете и уже никогда не обменяете трезвость, ясность, осознанность текущего восприятия на эти заплывы фантазии. Спасибо вам.